Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вас познакомить, что произошло на нашей последней встрече клуба позитивного общения. Ну, сделаем это в формате таком вот живых новостей, потому что ролик мне не получилось сверстать, поэтому будем сейчас смотреть вот в таком формате. Здравствуйте, друзья! Это Анапа, галерея, которая называется «Место сборки». И здесь у нас сегодня проходит наш клуб позитивного общения. Пока нас трое. Это Саша, наш петербуржец, уважаемый, Алексис, владелец, хозяин этой галереи. Ну и я, ваш покорный слуга, блогер Альбатрос, так скажем. Вот. Ну, план нашей встречи таков, что каждый расскажет о своих свершениях, именно вот в плане творческом, о планах. Ну и хотим еще сыграть в такую игру «Ответь на вопрос». Ну, разве не в рулетку мы собираемся? Ну, пусть это будет называться рулетка. Вопрос. Вот. Начали о том, что может ли человек жениться еще разочек. Лет в 50. Как 50? Ну как тебе? Это 4 года. Да не может Я быть. Жду невесту. Она сейчас заточена в этих казематах. В пенатах. Интересное начало. Психиатрических. Ну, я думаю, другая за тебя и не пойдет. А ты знаешь, когда мне выказал претензии братишка, это понятно, я сказал, что, ну вот, например, у тебя уже 3 жены, вот, и ты, однако, не остановился, да, там у тебя ни разу. У меня тоже была жена, да. Одна. С женой, да, мы как бы закончили отношения лет 30 назад. Да? Ну просто сосуществуем. У нас, конечно, есть вообще дети, внуки, там прочее, да. Но это ни о чем не говорит. Они меня начали обвинять, что я типа многоженец или что такое. Но главное, что ты не Альфонс. Нет. Я это пока не прекращаю отношения с кем-то, я не возобновляю другим. Ну, хороший принцип. Да, ну а зачем мы так людям засирать мозги, да? Ну да. Вот. А сейчас, тем более, мы уже как бы, я уже стоял на грани жизни и смерти, 2 раза умирал, вот буквально месяц назад. Раз 15 ты тонул, я, насколько понимаю. У меня была смерть, останавливалось сердце, я сучил ножками, это были конвульсии и еще что-то называется конвульсии и... Судороги. Нет, Другое. на конвульсии еще агония была. Агония. Я был в агонии. Я лежал в каком-то похожем на морге месте, значит, все забетонировано. И меня То есть оттуда не убежишь. Так и кто там убежит? Они меня добить хотели. Медицина хотела меня добить, потому что... Ну, поэтому и бетон вокруг. Послушай, оперировать меня брался, значит, один еврей, который меня, значит, и почему-то не стал оперировать, а перепоручил другому. Еврею. Корейцу. Ким Чен Ыну. А тот сперва хотел мне рубануть грудь, а я говорю, нет, это я это... Я не привыкший к такому. Мне надо щадящая вот такая вот операция. Вот. И он вроде бы как бы... Начал хорошо. Нет, я, мол, как бы не при делах. А потом, когда я очнулся после, уже в морге в этом, да, 3,7 часа должна была длиться, а у меня еще 7 дней я находился в этом морге. Умирал, они думали, что я там сдохнул. Но я выжил. Понимаете? Надеялись даже, может быть. Они меня даже не выпускали оттуда, детей ко мне не пускали. А тебя не выпускали, чтобы погулять? Когда меня выпустят, ты что, я же там агонизировал. Вот. Но это очень интересный опыт.
Да. Но мне потом один из служащих этих медицинских сказал, что все-таки мне делал операцию Ким Чен Ын, вот тот, который ему оплатили, а мы заплатили деньги. 150 тысяч. Просто так. Они не говорили заплати. Нет, говорили. Мы отстегнули 150 тысяч за операцию. Ну, Я за рассчитывал, такую что это операцию и не надо было бы отстегивать. Ну, я думал, что Айболит сделает мне операцию, которого там он уже 50 лет это делает, понимаешь? А оказалось, А оказывается, просто... Ким Чен Ын вот это делал. Мне на него указал человек, когда я лежал там в этом морге, он сказал, То есть опытный специалист не стал тебя... ну не стало, они мне как на кошках натаскивают своих этих очередных, как бы, вот, медиков, вот, на меня пытались. То есть они подумали, Ну, что да. ты не жилец, и Нет, Айболит они решил не думали- рисковать. Просто решили меня как бы утилизировать таким способом. Вот. Но я выжил. Видишь, я живучий оказался. Живучий, однако. Да. Еще не знаю сколько. Потом я пытался оттуда исчезнуть. Меня еще 40 дней там мучили по разным этим реабилитации какие-то там, еще что-то такое. Но это же неплохо реабилитация. Нет, это омерзительно. Почему? Во-первых, кормежка. Подкатывают там это рвотная масса в тележке. И ты должен, значит, ее потреблять. Потреблять ее. А почему ты так говоришь о пище? Она невкусная? Или... Ее вообще невозможно. Да? И я, во-первых, привередлив к пище, а тем более так. Ну, мы это заметили. Ты даже от козьего молока отказываешься. Не страшно, как вот это больничное. Потом меня очень долго там держали. Вот, и из одного колл-центра в другой переводили какие-то, да? Туда-сюда, там к одним, другим, десятым. Я в каких-то одиночных палатах лежал, платных. Понимаешь? И А это деньги что там такое? были. Вот, но Что есть скрывает я не могу улыбка? эту пищу, которую, да. Я потом понял, что мне надо бежать. И я сбежал оттуда. То есть ты Бежал, уже, меня дочка вывезла. ты уже на машине. научился бегать. Я там когда шел, они меня начали бояться. Вот эти, кто резал. Доктора. Потому что я когда шел, я был говорящий очень. Я все говорил, что меня хотели тут зарезать, что... То есть говорил правду. Я все говорил, да, что я как бы познал там, все рассказывал. Они отбегали и вот так вот под стенками ползали от меня, вот эти все хирурги. Ну, они видели, что ты, Ким Чен Ын. что удар у тебя поставлен. Но они, да какой поставил, я там был зеленый, вот такой тощий, зеленый, меня качало вот так по всей этой траектории. Но сейчас ты уже это самое Да, сейчас румянец у тебя появился. откормился. Да, и румянец. На казенных Я харчах. Чаю с пирожком. Там, во-первых, мне пирожков не давали. Вот. И когда я вышел, я начал есть мясо. И Мясо, и пирожки. Мясо и пирожки. Ну, ты мясоед просто поэтому. Ну, я стал поправляться немножко, а то меня сбросило очень сильно. Там я сам себя не узнавал, меня никто не узнавал. У меня есть фотографии, где там только Красота. вышедшие из этого. И сколько это всего продлилось? Вот это твое Долго, кстати. злоключение. Резали меня 4 числа. И вот 4 я постоянно... 4 находился- августа, да? Да. И 4 числа я все время в больничных палатах. И вот не так давно я только сбежал сюда, чтобы уехать. Знаешь? Вот мы читали стихи. На небе туча, туча Карл Маркс. А я стою и думаю, такс, кругом вода и тополя уроды. Куда идти, я зонтика не взял, уже из Карла Маркса пали капли, а я стою, подобно жалкой цапле, вторую ногу под себя поджал. А, кстати, у нас был одноклассник, у меня он страдал эпилепсией. Это Женя Мартынов.
шалаше у Ленина в разливе очень было страшно в жуткий ливень. Только Ленин ливня не боялся, он ведь делом важным занимался. Пусть кругом сверкало, грохотало, пусть худая крыша протекала, пусть свечу гасил предатель ветер, ум у Ильича был очень светел, да и молний голубые жало лысина прекрасно отражала. Я тебе, знаешь, скажу, тебе надо опубликовать в стране Суоми. Они у тебя там... Формы. Так, почему ты не летаешь, вопрос, да? Денег нет на самолет. Ну, да. Сейчас На самолеты не летают. Нет, ты сейчас уходишь от ответа. А как же? Какой вариант тебе больше Я нравится? должен Да. философствовать, что ли? Ну, попробуй. Попробуй. Классно. Попробуй. Я Так. вообще думал, что ты, в общем, достаточно такой... Философичный. Да, потому что вот даже глядя на твои картины, вот это вот что-то связанное Да. там С с полетами. Индией, там, с Буддой. Как же без философии? Это может просто отвлечение, чтобы вы отвлеклись и думали, что у него такая философия. На самом деле у него может быть Вот другая. они же могут даже... С точки зрения философии, может ли у медитация человека вот быть эта вот, философия, когда, отвлечь вас на другую философию? Можно вот так вот войти в это вот состояние медитации, что ты оторвешься от земли. Ну Потому что большое ложное эго. И оно тяжелое, не позволяет человеку подняться в воздух. Человеку или тебе? Любому. К любому Конечно, сидящему да. из нас. То есть Поэтому именно... мы все летали, Если да. вдруг у тебя твое эго исчезло бы, ты бы вот поднялся бы в воздух, или у тебя там воспарил бы. спина распрямилась бы, или что-то. Да. Так что так. Бороду Поэтому- побрил бы и взлетел. А второй вопрос можно задать тогда? А что надо сделать, чтобы вспорхнуть? Ну, тебе же сказали, избавиться от всего лишнего. Пархатом. Не, вопрос не к тебе. Молись и кричи Чаще. почаще. Стань пархатом. Будешь порхать. Мне вспомнилась реклама ржачная, которую пародировали в КВН. Запись идет. Да пускай. Это не Согласен, не секрет. всегда. И там спросили что-то типа про йогурты. Как же он там назывался? Данонку или как там можно? Петя, иди, пей Данонку. А, растишку. А можно я буду курить куришку и бухать бухашку уже? Бухишку. Что себе у тебя стихов? Так что если курить куришку и бухать бухашку, сможешь полететь. Да. Целое Плодовит. Осень, зачем же ты так? Мне душу метелишь холодной грустью. Мне кажется, жизнь непроглядный мрак, а я облетающий желтый кустик. Ты спрашиваешь, Прощай, дружище, дорогой и милый, я знаю то, чего не знаешь ты. Мне ночью снятся черные могилы и вянущие белые цветы. Саша читает, конечно, вообще супер. Влиянием Есенина. Но это, в общем-то, реальная история, мои реальные чувства. Так, какие года? А, что я, это не то совсем. Хотя тоже, да. Я собаки. Да. Давай-ка, пес, с тобой поговорим. Да сядь же, успокойся, ради бога. Вот ты живешь, хозяйкой любим, и я тебе завидую немного. Ты вон какой уж вымахал большой, и сильный ты, и сильный, и красивый ты, и гордый. Она к тебе всем сердцем, всей душой, и даже иногда целует в морду. Ну как же, у тебя порода, сан, за сотни лет ты выхолен до блеска, а я родства, не помнящий Иван, с простою родословной деревенской. Где там тебе печаль понять мою? Душа твоя когда-нибудь болела? Не знаешь ты, как я ее люблю. Ну а она? Вот в этом все и дело.
Меня ты, вижу, превзошел во всем, и впору мне с тобой затеять драку за право быть таким же верным псом. Но мне с тобой не справиться, однако. Хороший Саша поэт, кстати. Я думаю, что он мог бы и сейчас на современном небосводе. Ну, пойти неоцененный, так скажем. Всё, один камера пошла. Немец, летчик, участвовал в бомбардировке Парижа, бросал туда бомбы. Вот. А до этого он был в 1939 году в Париже, встретил девушку, ну, она парижанка, вот они друг друга полюбили, потом его Это отправили. Ты придумал такой Да, на Восточный фронт. сюжет. Да. Ну и, в общем, они потом, значит, все-таки встретились, и вот в конце. Рассказ ведется как бы от имени автора, который встретился с немцем в ресторане в Югославии. Они выпили там водки туда-сюда, и вот, значит, это вино, водка, нехорошо, сказал Гюнтер, выпив еще рюмку, а потом добавил: хорошая водка. Он, видимо, забыл о моем последнем вопросе и стал искать глазами официантку, явно намереваясь уходить. Рассчитавшись за нас двоих, он поднялся из-за стола, и в этот момент в зал вошла элегантная пожилая дама в брючном костюме цвета фламинго, с красиво уложенными седыми волосами, с маленькой сумочкой на плече. Она подошла к нашему столику. И, извините, молодой человек обратился... ну это она говорит на немецком, как бы, просто здесь без перевода. Обратилась она ко мне на немецком. Мой муж, кажется, он выпил много. Гюнтер попытался выпрямиться и расправить плечи при виде супруги. Алекс, это моя жена, моя Ани. Потрясенный я поднялся и поздоровался с женщиной. Тебе нужно отдохнуть, пойдем в номер. Женщина осторожно взяла мужа под руку, и они медленно пошли к выходу. У самой двери он вдруг остановился и повернулся к залу. «Слушайте, господа», — произнес он громко и отчетливо, — «я хочу сказать вам одну вещь. Война — это нечто ужасное. Война — это бедствие. Война — это смерть. Война — это безумие. Война — это ад. Война — это то, что я ненавижу больше всего на свете. Война — это то, что хотела отнять у меня мою любимую женщину, мою Ани. Будьте прокляты те, кто разжигает новые войны». Сидящие за столиками с удивлением смотрели на старика. Наверняка его слова поняли немногие. Но все почувствовали, что они полны горечи и любви. Раздались благодарные аплодисменты. Несколько человек почтительно встали со своих мест. Последнее, что я увидел, как они нежно поцеловала Гюнтера в щеку и что-то прошептала на ухо. Я думаю, что это были слова: «Я люблю тебя, Гюнтер, и всегда буду любить». Вопрос, конечно, интересный. Кто ты? Прямо вот кто-то очень наивно задал вопрос в лоб. Причем он кажется простым, а на самом деле на этот вопрос, я думаю, очень трудно ответить. Но если всерьез отвечать, потому что кто он, не знает ни один человек, вот как бы по-настоящему. Вот если честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Но частично ты знаешь? Интуитивно как бы можно догадываться. Один из ответов может быть таким: лучше вам не знать, кто я. Ты не бойся, говори всю правду, все равно все это пишется исключительно. Вот. Искусственный интеллект напряг свои ухи. Жучки закопошились под стены, под этими, под обоями. 5G стал пробивать платформу головного мозга. То есть, как бы то, что я думаю о себе, я не буду говорить. Но я вам отвечу один из своих ответов на этот вопрос, когда мне было года 3, а может меньше. Я помню, что в какой-то момент я себя осознал. И вот я вот этот момент запомнил просто потому, что он меня
очень сильно удивил, просто потряс. Ну, не вопрос, а ответ. Вот. И я спросил себя, кто я. И вот я напряг извилины, как сейчас пытался и Саша делать. А ответ пришел он неожиданно. Он рассказывает, кто он. Вот кто я. Смотрите, Причем как, пишет на свой же телефон. смотрите, как в зеркало в другого человека. Это, по-моему, то ли Энгельс, то ли Маркс сказал. Ну, и ответ был вот такой, ну, чего я там в 2 года или в 3 мог понимать. И вдруг мне приходит ответ, я тот, кто был всегда. Ой, ничего себе. И я такой, как здорово, и успокоился. И больше вопрос у меня этот не возникал, потому что я понял. Вот только сегодня, да, он опять Ну, тебя настиг. Я потом через какое-то время Да. это вспомнил, вот, и думаю, вообще странный ответ, вот как он мне мог прийти. Ну, и я понял, что это правда. Скромняшка. Я понял, что этот ответ соответствует, ну, как бы истине. То есть вот внутреннее чувство правды, оно именно мне подсказало, что да, это так, это так. Ну вот, если кратко. Пора подвести итоги нашей встречи. Я думаю, встреча удалась. Мы сегодня решили ее провести в том формате, в который этот формат мне очень близок. Я 10 лет возглавлял в Чите клуб. Клуб назывался «Последняя пятница». Да. Он объединял просто интересных людей разных возрастов, разных Интересно. мировоззрений. Значит, я был Вот. И одной из страничек вот наших бесед была именно игра вот в такие вот записки. Ну, она игралась в записку. Может быть, не самое удачное название, но можно назвать по-разному. И вот сегодня мы это опробовали. И я считаю, что у нас это получилось. Вопросы были интересные, ответы тоже. И часто получалось так вот в моей практике, что вопросы попадались тем людям, которые вот искали какие-то ответы на эти вопросы. Каждый по 2 слова. Владимир, Нечего. Виталик. Любите кино, приходите на кинофестиваль. Саша, Я кино не люблю. Не хожу на него. по сегодняшней встрече. Ну, меня взволновала вот тема, которую я начинал с нее, да, она до сих пор меня волнует. Я хотел бы в таком формате, чтобы ты, Саша и Вова, как специалист как бы в этом жанре, он все-таки больше ведает, чем мы все вместе взятые. Художественно. Ну, для меня неожиданно то, что вот 2 книги у Александра. Мгм. Очень классные иллюстрации, ну, несмотря на то, что Нет, искусственный Саша, интеллект, но они Саша, еще бы молодец. почитать, о чем есть. Мгм. Ну там я пару стихов прочитал, Ага. мне заходят. Бывает, что начинаешь читать и не идет. Нет, Саша молодец. Да. Ну, все прекрасно. Будем общаться, будем встречаться и Ну, не да, будем да, прерывать да, этой да. традиции. Я решил как бы, ну вот, ходить на эти встречи. Вот Буду ребятки, одним из вы генераторов. 2 как бы этих Да. психолога, и вот я Вову хотел еще. Вот мы как бы вот в этом формате поговорить на эту тему, которую я поднял сразу, да, потому что Вова много знает, а я знаю мало. И вот он бы мне что-то присоветовал. Про что я? Да я потом, когда все мы останемся, я Так, ну и ты как хозяин, что скажешь? Хозяин Ну, всего места. Интересная получилась встреча. Вот, мы даже поиграли в одну игру, ну, которая на самом деле вовсе и не игра. Не игра, да. Не игра, просто игровой формат позволяет ну, свободно погрузиться в серьезные темы, вот, и
вопросы, которые попадаются, они, я согласен с Сашей, чудным образом совпадают с тем, ну, с человеком, которому попадают эти вопросы, и именно он отвечает интересно на эти вопросы. Вот. Ну и темы поднимались помимо этого серьезные. Мы провели эту встречу сегодня в галерее, и вы сможете посмотреть частично на картины, которые здесь находятся. Это работы творческой группы «Вне рамок». Владимир, художественный руководитель этой галереи. Вон он в кресле. Вот. Сегодня у нас очень долгожданный гость. Выживший в морге. Выживший, слава богу, не из ума, а в морге. В морге. Вот. Две клинических смерти. Да. За бортом. И мы очень рады, что мы остаемся в том же составе. Основные персонажи встречи клуба позитивного общения выжили, несмотря на тяжелый год. Собственно, и вообще последние 3 года были нелегкие. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну вот, друзья, вот такой была наша встреча клуба позитивного общения, которая состоялась в галерее места сборки в Анапе, улица Астраханская, 88. Мы договорились собираться там каждую среду в 15 или в 14 часов, это будет дополнительно сообщаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, напишите, хотели ли бы вы быть участником этой встречи, что вас останавливает, почему вы не идете до сих пор к нам. И до новых встреч, пока.